далеких и суровых лесах Дальнего Востока, где зимы кусаются сильнее голодных волков, а лето напоминает влажные джунгли, обитает зверь, который мог бы стать звездой любого интернет-паблика с мемами про котиков. Но есть одна проблема. Этот кот не хочет вашего кс-кс и уж тем более не собирается мурчать у вас на коленях. Знакомьтесь, амурский лесной кот, также известный как дальневосточный лесной кот. Ученые полагают, что это северный подвид бенгальской кошки, ведет свой род от доисторической пантеры, которая охотилась в лесах древнего Китая миллионы лет назад. На рубеже плеоцена и плейстоцена, когда мир менялся до неузнаваемости, предки этого кота уже оттачивали свое мастерство выживания. Внимание мирового научного сообщества этот скрытный таежный житель привлек лишь в 1871 году. К сожалению, первое подробное описание зверя стало для него роковым. Великолепный мех хищника превратился в объект вожделения охотников, и долгое время шкурки амурских котов массово уходили на экспорт, становясь воротниками и шапками, прежде чем человечество осознала истинную ценность этого живого сокровища тайги. Шубка у этих хищников и прям примечательная. Все же они селятся в местах, где зимы отличаются суровостью. Шерсть у них густая, очень пушистая. Остевые волоски могут достигать 5 сантиметров. Зимой она гуще и светлее, что позволяет успешно маскироваться в заснеженном таежном лесу. Способствует этому и пятнистый окрас кота. Причем по яркости пятен можно судить о возрасте животного. Чем оно моложе, тем его леопардовый узор будет более выраженным. Вообще, внешне амурский кот напоминает типичного дворового мурлыку. Серый, порой рыжеватый, с полосочками на морде и не слишком длинным хвостом с черным кончиком. Любопытная деталь. Белые пятна на задней стороне ушей – ложные глаза. Именно на них ориентируются котята, следующие за мамой в темное время суток. В среднем взрослые амурские котики весят до 7 килограммов. Причем этот показатель заметно варьируется в зависимости от времени года. К осени они отъедаются и становятся весьма упитанными. Настолько, что отдельные персонажи ухитряются набрать до 15 килограммов. К весне же, пережив голодную зиму, они заметно сбрасывают вес. Как и любой представитель семейства кошачьих, амурский кот ведет размеренный образ жизни. Спит, охотится и ест. Умея плавать и ловко лазать по деревьям, он может неплохо разнообразить свой рацион. Например, добывать в нем водную добычу. Не гнушаются хищники яйцами, мелкими рептилиями и насекомыми. Порой употребляют растительную пищу. Но основу их кормовой базы составляют мышевидные грызуны, маньчжурские зайцы, куропатки и фазаны. При этом дальневосточные коты не считают нужным сильно напрягаться. Излюбленный метод охоты – затаиться где-нибудь в укрытии и ждать, пока добыча придет сама, а рыскать по лесу в ее поисках котику лень. Подобный подход себя вполне оправдывает. В бесснежный период, когда хищники стараются накопить побольше жира, они добывают и съедают в среднем по пару десятков мышей в день. Зимой дело другое. Пробираться через глубокий снег небольшому амурскому коту очень неудобно, поэтому он предпочитает не покидать логово без нужды. Порой он способен оставаться в убежище по несколько суток, обходясь добычей, которая сама ненароком к нему забредет, а то и вовсе устраивая себе разгрузочные дни. Не зря же он так старательно накапливал жир летом. И если бы у животных были социальные сети, в профиле амурского кота стоял бы статус «Оставьте меня в покое». Как и положено коту, дальневосточный хищник-одиночка, который ревностно охраняет границы своей территории. Обычно она занимает порядка 10 квадратных километров. Однако по весне, когда приходит время создавать семью, ситуация меняется. В марте наступает период кошачьих песен и сражений за прекрасную даму. Самцы и самочки объединяются в пары, а где-то через 2-2,5 месяца счастливая мама приносит 2-3 котят. Что любопытно, отец продолжает заботиться о семье, добывая корм для своей подруги и детей и защищая их. В этом амурские коты куда ответственнее, чем их прочие сородичи. Защиты малышей впрямь требуют, поскольку появляются на свет совершенно беспомощными, слепыми и глухими. Только на 10-й день они начинают видеть. Будучи весьма ответственными и заботливыми матерями, амурские кошки бдительно следят за безопасностью отпрысков, и если их что-то встревожит, тут же перетаскивают потомство на новое, более укромное место жительства. Когда котятам исполняется месяц,
месяц они начинают переходить на мясную пищу, а достигнут возраста в полгода, становятся совершенно самостоятельными и уходят от родителей. Еще год спустя они уже готовы создавать собственные семьи. Порой амурские коты, оказываясь неподалеку от человеческих поселений, находят себе подруг среди домашних кошечек, одаривая их потомством. По наблюдениям зоологов, самцы у такой пары получаются бесплодными, а самки вполне способны к размножению. При этом подобные котята, как отмечают ученые, тяготеют к дикому образу жизни и зачастую убегают в лес, что не слишком хорошо сказывается на генетической чистоте вида. К счастью, подобные ситуации достаточно редки. В целом, дальневосточные коты предпочитают держаться от людей подальше. И правильно делают. Ведь к концу 20 века численность популяции дальневосточного кота резко снизилась. Их отстреливали, они попадали в капканы и петли, порой поставлены на совершенно других зверей. Ареал хищника сокращался, люди осваивали целину, вырубали кустарники и лес под поля, захватывали все новые и новые территории. Виноваты были и лесные пожары, порой тоже спровоцированные деятельностью человека. Не стоит сбрасывать со счетов и естественных врагов небольшого по размерам зверя. Так, бродячие собаки представляют для него весьма серьезную опасность. Коту стоит опасаться также волков и росомах, а детеныши уязвимы для менее солидных хищников, таких как соболь, куница, филин и хорек. В итоге к концу 20 века в России осталось всего около 1000 особей дальневосточного кота. В 2001 году вид внесли в Красную книгу, и на данный момент ситуация немного улучшилась. По мнению специалистов, численность вида выросла примерно до 3000, но снимать охранный статус животного пока рано. Многие пытались одомашнить этих красавцев, но результат обычно один. Разодранные обои, поцарапанные руки и кот, который смотрит на вас как на личного врага. Даже рожденные в неволе котята сохраняют дикий нрав. Это не домашняя кошечка с необычным окрасом. Это полноправный хозяин тайги, который презирает миски с сухим кормом и ваши попытки погладить его за ушком. Благодаря своей невероятной скрытности и умению выживать в самых жестких условиях, этот пушистый ниндзя продолжает свой путь по таежным тропам. Он остается живым символом того, что даже в мире, где все посчитано и сфотографировано, все еще есть местечко для маленьких, но очень гордых тайн. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!